Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и событиями, которые бьют ключом. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен, приветствую вас. Приветствую, Александр. Ну, конечно, Аляска – это историческое событие, безусловно. Пресса разразилась утренняя, что Путин, у него триумф. Трамп уже успел обзвонить и Зеленского, и европейских лидеров, дать интервью Fox News. И возникает самый главный вопрос. Ну, смотрите, никаких предметных заявлений о прекращении огня, о каких-то, поползновений в сторону прекращения войны в Украине нет. Тогда о чем была эта встреча и почему раньше закончилась? Как вы анализируете произошедшее на Аляске? Давайте для начала, так сказать, пропаганду немножко раздвинем, да, потому что уж больно много было внимания привлечено. И разгоняли, в общем-то, анонсовую часть. Прям в лучших традициях, не знаю, предвыборных кампаний, да, все силы были брошены. Первое. Украинский кризис, украинская трагедия – это всего лишь один из фокусов отношений. Поэтому те, кто пытался преподнести таким образом, что эта встреча может к чему-то привести, прям стратегическому прекращению огня или к миру, это, в общем-то, самооблучение пропагандой. Потому что мы видим, что отношения между Россией и США, они снижаются системно, на самом деле, начиная с Мюнхенской речи, да, Путина с 2007 года. А в острой фазе с 2008 года, то есть после конфликта на Кавказе. Да. Поэтому эта встреча, в первую очередь, ее надо рассматривать не как межгосударственные отношения, а как отношения лидеров, которые позиционируют себя в политике глобальной. Да? И каждый гнет свою линию. То есть задача российской стороны выйти из этого образа Мордора, абсолютного зла, в которую Россию загнали. Поэтому эта встреча, это, конечно же, можно обозначить как прорыв. Именно то, что эта позиция маргинализируется немного. Но на самом деле это никак не связано, потому что если включат пропаганду снова на полную, то из России точно так же будут делать Мордор. А вот для чего Трампу это нужно, это другой вопрос. Дело в том, что Трамп позиционируется же как лидер авторитетный, то есть как персональный, не как представитель каких-то систем, дипстейта, да, или человек, который вырос в системе каких-нибудь спецслужб или корпораций, это, в общем-то, авторитет, да, сам по себе. И поэтому ему нет никаких других вариантов, кроме как зарабатывать международный авторитет на контактах с такого же типа авторитетами. А посмотрите, сколько вообще осталось политиков-то авторитетных. Мы в прошлый раз это обсуждали, да, что раньше книги писали, а сейчас твиты. В общем-то, и нет особо фигур, с которыми можно позиционироваться как фигура историческая. А Трамп, я напомню, это же как большой подросток, плюс он явно играет и на Нобелевскую премию мира, и на признание всемирное, поэтому ему это самое главное. И для этого был построен весь этот спектакль с американской стороны, чтобы обязательно встреча состоялась. Это Трампу было принципиально важно. Российской стороне, по большому счету, все равно. Состоялась бы встреча, не состоялась. Но так как пытались долго встречу устроить на многосторонней основе, а на многосторонней это, в общем-то, и неинтересно нашей стороне. Почему? Потому что тогда пытаются превратить в систему, где будут публичные скандалы, какие-то предъявы будут кидать. Мы видели, как вела себя украинская сторона, в том числе в США. Поэтому нашей стране было принципиально, чтобы это были двухсторонние отношения, чтобы никого лишнего там не было. Хотя все хотели примазаться, и особенно европейская дипломатия, которая хотела это превратить в очередной саммит поддержки Украины, да, это, в общем-то, не получилось. Поэтому кто-то описывает так, что Путин выиграл что-то, да, российское. Никто ничего не выиграл, и никто ничего не проиграл. Потому что никаких фактов политических в виде сделок, соглашений, то есть каких-то фактов политических мы не увидели. Мы увидели опять систему политических домыслов, которые уже постфактум
интерпретаторы начинают каким-то образом продавать. Факт есть только один. Трампу важно контактировать с авторитетными политиками. И в этом смысле обращаем внимание, для чего был звонок в Белоруссию. Да? То есть, для Это, чего? кстати, вообще очень Ну, загадка большая. Как бы, ну, по итогу мы увидели, что Россия вышла из вот этой, ну, где-то искусственной, где-то вот, ну, такой принципиальной позиции, как бы, изоляции, да, которую там всячески обставляли 3 года с лишним вокруг страны. Но и Лукашенко тоже вышел, получается. Представляете? Диктатору Лукашенко. Прям в самолете. Все ждали, что позвонит Зеленскому. Все ждали, что позвонит там европейским лидерам, когда летел на Аляску Трамп. А позвонил Лукашенко. С чего вдруг? потому что не Лукашенко, а потому что политик авторитетный. То есть, вот это самое главное. Не исключено, что еще потом будет связываться с Ким Чен Ыном, с товарищем Кимом. Вот. Потому что, по большому счету, Трамп находится в ловушке. Ну, сейчас мы чисто политический расклад даем. Его ж только половина страны, так сказать, обожает. А вторая половина его ненавидит. Поэтому Трамп – это президент, выбранный в ситуации, когда половина страны его ненавидит, не любит. Вот. Мы видели, какая была истерика. Президенты Путин, Лукашенко и не только. Это президенты, которые избраны по иному принципу. Это выборы как присяга. Ну, то есть, легитимизация поддержки большинства, с одной стороны, населения. И, соответственно, это то, что они называют тираны-диктаторы. Вот. Ну, я бы предлагал для того, чтобы избавиться именно от пропагандистских клише, обозначать это как авторитетные политики. Да? То есть, опирающиеся на авторитет. Вот. И иной тип политиков – это политики, скажем так, корпоративные. Но это вот мы видим всю Европу. Вот. Это такие достаточно... Ну, кто такое Кая Каллас? Да? Вот как она стала во главе евродипломатии? Ну, там же нет никаких авторитетных заслуг. Там ни капитала она не сколотила, если вот говорить как Трамп. Не сделала никакую карьеру нигде, ни в разведке. Ну, вот это вот так вот корпорации каким-то образом выдвигают таких вот серых достаточно мышей, вот, которые главное, чтобы они были управляемы. И вот на данном этапе вот политики, опирающиеся на авторитет, они являются уходящей натурой. Это натура все-таки 20 и 19 века. И по большому счету мы видим, что на планете, вот, и особенно среди мировых игроков, да, именно авторитетных политиков осталось ничтожно мало. И поэтому Трампу, как человеку, который, он же позиционируется как историческая уже личность, поэтому ему важны Нобелевские премии мира, вообще вот это все признание, ему нужно примыкать к политикам, которые строят свое позиционирование через авторитет. А это Александр Григорьевич Лукашенко в том числе. Вот, тем более он победитель вот этой схватки. А согласно, американцы вообще циничны, да, победителей в принципе не судят, да. А в данном случае лучше присоединиться к победителю. Другой вопрос, нужно ли это белорусской стороне. Вот. Это вот самый интересный вопрос. Поэтому логика Трампа понятна. Он присоединяется к авторитетам. Это чистая политтехнология. Семен, если мы посмотрим на, скажем так, итоги какие-то, да, вот сейчас созвонился Трамп со всеми, как бы высказался по поводу Путина. Журналисты как бы дают инсайды, что будет такие попытка организовать встречу Трамп-Зеленский-Путин, и до этой встречи будет вот это некое воздушное перемирие. Журналист-экономист Кэрол пишет об этом. Ну, то есть вообще мы не имеем никаких предметных результатов в плане каких-то договоренностей. Просто сейчас разгоняют лютую конспирологию, что все осталось в тайне, и Путин и Трамп договорились тайно. Ну, а на поверхности что? Лютую конспирологию разгоняют люди, которые играют в когнитивные войны и свою аудиторию дергают за эмоции. Это могут быть как СМИ, как отдельные журналисты. Именно поэтому поперла конспирология. Поэтому уважаемым слушателям и нам с вами нужно в первую очередь не давать лапшу вешать на уши. Да? Поэтому конспирология нужна для чего? Конспирология нужна для того, чтобы разгонять в дальнейшем этот трек, так сказать, двухсторонних взаимоотношений и привлекать к нему внимание. Но с моей точки зрения, если мы посмотрим на позиции принципиальные, да,
то мы увидим, что позиция Москвы ключевая. Минска-3 не будет. То есть под видом перемирия дать вооружать Киев никто не даст. Все, это как бы факт. Почему? Почему? Потому что западная сторона многократно говорила о том, как она Минск-2 использовала для стратегической паузы, чтобы реализовать так называемый хорватский сценарий. Я просто напоминаю, да, как это было. Вот недавно был я в гостях, я был по работе, мы виделись с Игорем Гомольским, это как раз журналист, дончанин, да, который не уезжал. И мы как раз вспоминали эту историю, как дончан кошмарили вот этим всем хорватским сценарием, да. То есть, как это было многократно. То есть, там была своя паника. Я очень хорошо помню Донецк 2015 года. Какие были истерики, что все, нас слили, или все, завтра будет зачистка, и, значит, Киев выйдет на границу, и всех будут резать. Да? То есть, это были очень тяжелые психические настроения, особенно ДНР. Я тогда в ЛНР меньше бывал, да? А вот за ДНР наблюдал. Поэтому сейчас зеркальная ситуация у украинской стороны, я имею в виду у киевской. То есть, вот эта вот подвешенность, которые кормят специалисты по когнитивным войнам и по сведению с ума, постоянно дарят надежду. Но надежда это абсолютно, с моей точки зрения, это фарисейство чистой воды. Потому что позиция России очень проста. Никакого вооружения со стороны Запада. И на этом должно все закончиться. До тех пор, пока те, кто вооружают Киев, а это в первую очередь сами США, Германия, и через Польшу это все идет с Румынией. До тех пор, пока эти стороны не прекратят вооружение, то есть в первую очередь надо Жешув закрыть. Для чистоты понимания, да? Спецоперация будет продолжаться. Другой вопрос, в каком формате, не в каком. Поэтому воздушное перемирие – это хотелки. А почему это хотелки? Это хотелки, связанные с тем, что в России экономический контур вышел на военные рельсы, так или иначе. Вот прямо сейчас проходит архипелаг в Москве. Передача у нас совместная, да, «Чистота понимания». Алексей Чадаев, он вообще много занимается дронами, беспилотниками, да. Он прямо сейчас в Москве проходит в том числе достижение, так сказать, народного хозяйства в этой сфере. Судя по данным, которые, так сказать, рассекречены, уже далеко шагнула вперед промышленность именно. Это уже становятся отечественные разработки. И доминирование именно в воздухе – это и есть современная война 21 века. Как бы то ни было. И поэтому выдать воздушное перемирие за начало переговорного процесса – это на самом деле маскировка под Минск-3. Вот так вот, да, если говорить. То есть, попытка выдать паузу для того, чтобы накачать заново оружием. Я думаю, что наши в этом смысле начальники прекрасно понимают так сказать, хитрость, которую хотят провернуть. И поэтому никаких ни результатов не было, ни подписано ничего не было. Потому что такого обмена, скорее всего, я вижу, что его не будет. Хорошо, тогда как изменится война после Аляски? Никак не изменится. Спецоперация пойдет, как и шла дальше. Там сейчас ключевые вопросы – это ряд узловых. Опять же, я не военный эксперт, поэтому это некорректно давать какие-то прогнозы. Но из того, что мы видим, в общем-то, после выдавливания из Курской области, снова, так сказать, силы переброшены в первую очередь на Донбасс. А учитывая, что у нас все-таки государство, так сказать, юридическим подходом, да, то никто не снимал с повестки дня еще до освобождения 2 республик Донбасса и, соответственно, 2 областных центра, которые по Конституции являются городами Российской Федерации, да, в этом же непримиримый конфликт, да, в том, что ряд регионов и Киев, и Москва считают своими, да. Соответственно, в этот мы и зашли тупик. Поэтому мы сейчас внутри битвы за левобережье. А сколько эта битва продлится? Это может на 5 лет, а может на 10. Никто не знает. Так, а что тогда подразумевается под обменом землями? О нем, кстати, тоже упоминал Трамп на Fox News после Аляски. Мол, что-то обсудили. Прекрасно. Так а что? Давайте вспоминать.
что с каждым днем в активах, мы сейчас выйдем в такую очень циничную логику, но тем не менее, каждый день в активах у российской стороны становится чуть больше территории в Харьковской области, а теперь еще и в Сумской области. Я просто напоминаю, что у нас конфликт вокруг ряда регионов. Сначала это был конфликт только вокруг Крыма. Дальше ДНР, ЛНР, а теперь еще Херсонская, Запорожская область. Харьковской и Сумской области, я напоминаю, там вообще изначально никак не стояло, да, этого вопроса. Но, тем не менее, и в этом смысле надо рассматривать любые сделки, ну, и любые переговоры. Это же как игра, и каждый в игре выкладывает свои карты. Вот в России в этом смысле она берет из прикупа еще ряд новых карт. Ну, соответственно, при следующем раскладе будет другой предъявлен козырь. Вот и все. Нет, погодите, обмен землями. Вот он должен был точно быть. Ну, вы же Ну, помните. значит, точно. Ну, вот Ну, как то и это значит, точно? подождите, то и значит. Против этого выступил Зеленский. Говорит, нет никакого обмена, я не уйду там из Донецкой области. Трамп, Рубио, все те американские как бы политики, которые говорят, что встреча на Аляске прошла феноменально хорошо, они же все нам рассказывали о каком-то обмене земель, который обязательно должен был быть. На итоговой пресс-конференции, которая длилась 12 минут, ну, об этом ни слова, ни пары с уст. Ну, в интервью сказано, что, ну, типа, да, обсудили и все. Так а где обмен? Какие условия? Что конкретно после Аляски Трамп, ну, может сказать Зеленскому, европейцам в плане завершения войны? Такое ощущение складывается, простите, пожалуйста, что ну, там же Трамп как встретил Путина, да, а Путин там в Магадане летчикам советским, американским возложил цветы, потом в этом форте, ну, как бы тоже там есть мемориал, тоже там, как бабка пошептала от этого, ну, простите, как бы обмена территории и земель. Но это же стоит на повестке дня? Или это была изначально какая-то фикция, пыль в глаза? Нет, обмен территориями – это потенциальная схема выхода из этого кризиса. То есть, когда две стороны говорят, что у нас есть взаимные претензии, и в ходе этих претензий давайте пойдем искать компромисс. Но это, кстати, обычная история. Я напомню, вот если мы посмотрим на карты Советского Союза 1939 года, а потом 1944, мы увидим, что, например, Белосток, это сейчас один из регионов Польши, да, он принадлежал БССР. Это в 1939 году. Даже была Белостокская область. А вот в 1944 произошел обмен. Еще была интересная история, когда Словакии, ой, вернее, в Закарпатье устанавливали советскую власть. И там такие активисты пошли ее устанавливать. И даже в Словакии несколько районов чуть не присоединили к советскому Закарпатью. Да? Так что потом из Москвы сказали стоп. Вот, и вернули назад словакам, так сказать, их несколько районов. Это обычная история. Вот, в ходе после войн обмена территориями. Но для этого нужно, чтобы действовала формула, так сказать, монтера Мечникова. Согласие есть продукт непротивления двух сторон. Когда, помните, стулья он покупал, Остап с Кисой. И если украинская сторона сразу сказала, что мы на эту схему не идем, ну, какой может быть обмен территориями? Его не может быть, в принципе. Поэтому Киев и стоящие за него за спиной сейчас Берлин, Париж и Лондон продолжают войну до последнего украинца. Да? Ну, как мы на нас это уже маркировали. США пытается на этом конфликте заработать. Но Европа тянут его участвовать в солидарность. Поэтому, как бы, чего? Кто, как вели свою партию европейцы с Зеленским, так они ее и продолжают вести. Так а сколько это может продолжаться? Ну, давайте считать. Вот Давайте. сколько. Ну, давайте считать. Вот у нас уже 4-й год, правильно? Идет. Вот. 4-й год. За это время мобилизационный ресурс только увеличивается у ТЦК. Да? То есть, биореактор работает. Деньги дают. Следовательно, возвращаясь к нашим предыдущим беседам, я вижу этот конфликт до 2050 года. По принципе, сколько закручивалось, столько и будет раскручиваться. Вот.
25 лет этот конфликт шел, 25 лет призывали войну с Россией, начали это делать еще в 89-90 году, да, вот, ну вот, теперь 25 лет придется назад все, так сказать, возвращать, а куда деваться? Ну, Украины не хватит до 2050 года, мы об этом с вами тоже говорили. Она будет разваливаться кусками. Вот. Но опять же, почему Украины не хватит? Мы видели, это тоже мы на этом в прошлый раз завершили, мы видели, что Украина превращается в международную пиратскую республику. Вот особенно то, что творится с колумбийцами, это просто страшно. Ну, вот. То, что, ну, это ж ни для кого не секрет, что Киев раздает гражданство всем, кому не попадя. То есть, шваль со всего мира. Началось это еще при Ющенко, ну, вот, когда всякие там Зварычи поприезжали и прочие мерзкие людишки. А при Порошенко это достигло уже совершенно высот. А сейчас, когда потребовались наемники со всего мира, обратите внимание, уже как бы просто погонь со всей планеты становятся обладателями украинского гражданства. И в этом смысле украинский биореактор это больше, чем украинский. Он становится планетарным. Вот, и заманивать в него сволочей можно со всего мира. Но вопрос-то, давайте откровенно, в ресурсах, в деньгах, в снарядах, кроме людей, ведь нужны другие ресурсы. Просто когда вы рисуете перспективу до 2050 года, ну, простите, ну, украинцев уже не останется, например. Ну, почему не Ну, останется? потому Ну, что вот уже есть уже 4 года. есть демографические выкладки, что через, условно, там 100, ну, треть, вы назвали треть, да, там, условно, да, но через какое-то время уже украинцев в принципе не будет, как народа, как этноса, но, как бы, я так понимаю, украинцев может не быть, а поле боя останется. Ну, потому что стратегия, я напоминаю, это взаимного уничтожения индейских племен. И главные заказчики, они хотят, чтобы в ходе этого уничтожения от украинцев ничего не осталось, а от русских осталось там 50%. Вот. Но исторически это будет конец нашей культуре и нашей цивилизации. Конечно же. И поэтому оппоненты играют в то, чтобы мы друг друга взаимно уничтожали. Точно так же, как они играют в Иране. Обратите внимание, сейчас настраивают Баку активно против Тегерана. Хотя азербайджанцев в Азербайджане живет 30%, а 70% азербайджанцев как народа живет в Иране. Ну так это ж так оно и есть. Ну, вот как вот Украина должна воевать с самой собой, то есть с Россией до самого уничтожения. Точно так же сейчас Иран гонят на самоуничтожение с представителями своего же народа. Вот. В этом смысле азербайджанцы живут в этих двух странах, не считая России. Больше нигде не живет азербайджанцев. Еще чуть Турции. И в этом смысле этот конфликт может быть, в общем-то, до конца культурного нашего. И это очень страшно. И это то, почему я не перестану повторять, что это трагедия. И нам нужно осмыслять ее как трагедию. Это не политический конфликт. Это не экономический конфликт. Это трагедия, в ходе которой часть политического руководства, вождей индейских, да, я напоминаю про эту метафору, она готова своих соплеменников не просто продавать в рабство, а уничтожать. И это тоже идея родилась не вчера. Потому что я напомню, что, например, в Речи Посполитой, вот когда украинская, нынешняя украинская территория входила в состав вот этих всходних кресов, то самыми мерзопакостными магнатами были потомки как раз, все эти потоцкие, вишневецкие. Там дед был Ерема, да, защитником православной веры, а внук подавлял так восстания православные, что мало никому не показалось. Да? Это, в общем-то, извечный факт того, или, допустим, африканские вожди, которые продавали своих соплеменников в рабство сами. Это известный факт, что лучше всего управлять рабами с помощью местных. Вот. Поэтому вот оно так и происходит. Потому что если бы американцы напрямую гнали на эту войну с британцами, то никто бы не шел. А если гонят на войну под видом борьба за незалежность, значит, извечная, вот как там Ющенко вякал, сколько там, це 25-та війна
Украины с Россией, да, что-то такое он вякал, родившийся в Харужевке на границе Сумской области, понимаете? То есть это ж как получается? Сначала политики рассказывают 25 лет о том, что неизбежна война, значит, что так воно и е. Потом происходит госпереворот, а потом удивляются, а как так воно получилось? А вот что и воно як так вышло? Ну, мы же давайте тоже вспомним. Вот 2004 год. Первый Майдан. Но ведь предупреждали же. Но ведь была же реакция. Я напоминаю, даже Северодонецкий съезд. Его же там клеймили сепаратисты, страшные сепаратюги. Но это же было предупреждение, по большому счету. Никто же тогда не пошел ни на какие серьезные действия. Правильно? Даже ни одного выстрела не было никакого. Да? Украинских националистов даже не били. Их просто не пускали. Я напоминаю, да? В Крым не пускали их. Да? В Донецк их тоже не пускали. Но они же упорно брали деньги. Деньги мы знаем, у кого они все брали. У олигархов и на Западе. И вся эта творчая интеллигенция. Сколько лет она заклинала о том, что мы повинні воювати з Росією до кінця. Что это на всю жизнь. Все, эта идея уже живет в какой-то части украинской элиты и украинского народа. И, к сожалению, эта часть среди элиты, она сейчас взяла полностью власть. Все, она наслаждается этой властью. Сколько это может длиться? Посмотрите Колумбию. Это может длиться поколениями. О власти. Я уже упоминал, что Зеленский поговорил с Трампом. Журналисты говорят, что разговор, мол, был очень непростым. Более того, Зеленский планирует поехать прям в понедельник к Трампу в Вашингтон. Слушайте, какая-то вообще очень интересная диспозиция. Складывается впечатление, что Трамп ему рассказал, как дальше быть, а Зеленский не согласился и будет набиваться на личную встречу, чтобы каким-то образом изменить этот расклад. На Аляске есть расклад по дальнейшему противостоянию российско-украинскому или его нет? Как бы вы ответили на этот вопрос? Это малюсенькая часть обсуждаемого вообще в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Это украинская трагедия. Мы просто к нему много внимания обращаем, потому что для нас это важно. Как оно? Воно нам болить по-украински. Да? Поэтому для нас это сверхважно. Но по большому счету у России и США огромный вообще спектр и конфликтов в том числе. Я напоминаю, например, по теме Ирана. Да? США не снимали с повестки дня уничтожения Ирана. Они это прямо говорят. Да? А Россия выстраивает свою политику с Ираном. Это у нас транзит север-юг через Каспий. Да, выход фактически в Индийский океан. Будет ли Россия играть в поддержку, так сказать, своего союзника? Конечно же, будет. Будет она об этом предупреждать США? Конечно, тоже будет. Дальше, следующая история. Я напоминаю просто. Калининград, который всячески пытаются заблокировать как с моря, так и с суши. Это не имеет прямого отношения к украинской трагедии. Но, тем не менее, это тоже вопрос отношений. Где поляки собирались форт Трамп построить? Как раз неподалеку от Калининградской области. Следующая тема. Вообще транзит на Балтику и транзит наших энергоресурсов. Да, начиная с подорванного газопровода. И сейчас то, что касается всяких танкеров, перевалки СПГ и всего остального. Имеет это отношение к Украине? Не имеет. Но это серьезная история отношений между Москвой и Вашингтоном. Дальше тему Арктики я вообще не касаюсь. Потому что это тема, где Россия опережает. То есть там и технологически, и по, в общем-то, возможностям. То есть такого количества ледоколов нету ни у кого атомных. Да? Возможности строить плавучие атомные электростанции. Это вообще технология, которая сейчас изменит север. Это же можно по морю подойти к любому городу. И там будет его питать плавучая атомная электростанция. Такой технологии ни у кого нету. Только в России. Это не только Арктика. Это еще и Африка. В общем, это везде, где плохо с энергией. Поэтому огромное количество. Но украинская трагедия нам крайне важна. Потому что это мы. И нам постоянно расковыривают эту проблему. Я напоминаю. Да?
То есть расковыривают, расковыривают, расковыривают. И я считаю, что Зеленский в этом смысле мастер по расковыриванию проблем. Если он и поедет в Вашингтон и добьется каких-то встреч, то он как раз будет заниматься подрывом авторитета Трампа. И вот это его главная цель. Это то, во что играют и Зеленский, и европейцы. Они, во-первых, хотят пересидеть Трампа. Ну, сколько там ему осталось? Ну, пару лет. Вот, и уйдет. В Конгрессе, ну, в палатах он уже теряет вот такую поддержку, да. Раскол с Маском тоже уже произошел, состоялся, да, то есть радикальная часть, Не, ну его сейчас кого его активно поддерживает. пытаются вернуть, Маска. Ну, то есть, Ну, правильно. Ну, в Маск, целом-то возвращайся. начало сыпаться. Ну, возвращайся, да. Ну, пока что-то он ушел, да. И поэтому стратегия и Киева, и Европы подрывать личный авторитет Трампа, вот, подчеркиваю, личный, который он пытается отстроить, а системно, то есть на уровне институтов взаимодействовать с оппонентами Трампа, как внутри республиканской партии, так и из другой партии. Ну, даже дело не в партии, а дело в дипстейте, вот, так называемом. Ну, Пентагону, грубо говоря, и так выгодно поставлять оружие, что при Трампе, что при Байдене. Поэтому шоу must go on. Ну, просто понимаете, это все сейчас, вы как эксперт по когнитивным войнам, ну вот, например, Зеленский, который говорит, что я поеду в понедельник в Вашингтон, он же говорит, это мы вот мира добиваемся. Вот работа будет вестись, сейчас вот готовится трехсторонняя встреча, я поеду, я готов. Но смотрите, то, что нам говорят, и то, что делают, это совершенно разные вещи. Ну, то есть, казалось бы, Зеленский говорит, мы там возлагаем надежды на Соединенные Штаты Америки. И полетели беспилотники там по городам. Курск, Ростов, Белгород, там, ну, там Рязань, ну, в общем, то есть конкретные действия. Понятно, да, Россия тоже. Там, мы вот о мире договариваемся, но там прорыв, наступление, продвижение вперед. Как это заканчивать? Вот есть какой-то вот после Аляски рецепт, как закончить войну? Аляска тут вообще ни при чем. Ну как, Еще не раз, это подождите, были... как ни при чем? Ну, Все это лидеры, надутые подождите, ожидания. все лидеры там, и российская сторона, и украинская, и американская сторона говорили, что центральный вопрос украинский. И мы ничего от слова совсем об украинском центральном вопросе не услышали. Ну так, в принципе, спасибо там, да, ну как бы общие фразы, да и все. Ну, следовательно, у сторон принципиально расходятся позиции по украинскому вопросу. Вот и все. Позиция Москвы, понятно, она озвучивается уже очень-очень много лет. А позиция Вашингтона постоянно меняется. И поэтому очень сложно понять, что к чему. Но все равно вы не ответили на вопрос, как заканчивать войну. Ну, Войну получается, можно смотрите, закончить только одним способом. Когда Киев вернется к пониманию того, что нужно строить государство для всех проживающих на его территории, а не этнократию. ну о каком вы этносе говорите тоже? Ну, придумали же украинцев политических. Ну, по Их большому выращивали 20 лет. Ну, мы же слушайте, разбирали ну это с вами. этих украинцев берешь, это вот Аляска показала, вот эти митинги, да, которые встречали Путина. Этих берешь из одной среды, перекладываешь в другую, но они как бы совсем не украинцы, подождите. Ну, и все прекрасно понимают, что там из Киева это все организовано в плане там митингов и протестов. Сами бы вообще б не организовались. Ну, то есть, это же... Ну, такое ощущение, что, да, вот как это у Стругацких вот эти вышки, которые, пропаганды, которые вот работают. И... Так это и есть. Это они и есть. Ну, вы же сами отвечаете на свой вопрос. Конечно. В обществе уже существует прослойка людей, которые управляются с помощью вот таких вот сигналов. Малолетние дебилы по Пучкову. Все равно мы должны выходить на что-то. Ну, смотрите, вы с одной стороны говорите, Кто мы? что... Мы с вами должны, конечно. Вот. А заказчики глобального конфликта, которые на этом зарабатывают, должны его продолжать. Просто поймите, Поэтому... долго
Ну, это много. То есть уже 4 года, там 3,5, это уже много. Для поколения это уже там такие рубцы, знаете, как это, инфаркт миокарда, вот такой рубец Да, да. в преснопамятном фильме «Любовь и голуби». Ну, это уже очень серьезная травма для народов, да, российского, украинского и так далее. Ну, то есть нужно что-то делать. А кажется, что никто ничего делать не собирается. Все собираются встречаться и, собственно, как-то там обсуждать какие-то условия. Вы Ну, в можете... смысле, никто ничего не делает. Ну, Александр, ну что такое было начало СВО? Вот именно начало СВО, которые оттягивали. Я напоминаю, как оно начиналось. Путин собрал своих всех с ближайших соратников и попросил публично высказаться на тему начинать, не начинать. СВО – это уже попытка завершить этот вялотекущий конфликт, который всех утомил на Донбассе. И я напоминаю, с чего она начиналась. Она начиналась, как я говорил, со стремительной попытки дружин разобраться между собой князьями. А зачем Киев превратил это в народную войну, я не понимаю. Понимаете, у нас же проблема в том, что это превратилось в народную войну. А оно не должно было быть народной войной. Ну, посмотрите, как вели себя, например, грузины. 08-08-08. Вот профессиональная армия. А при чем тут грузинский народ? Посмотрите, как себя вели чехи в Праге в 1968 году. Да, пришли танки. И советские, и ГДРовские. Ну, парочка митингов, ну все. Нельзя это было превращать в войну народную. Вот. А теперь все, поздняк. Оно уже превратилось в войну народную. Поэтому единственный способ сейчас – это остановить биореактор людоедский по превращению людей в деньги. Но мы видим, что ТЦК никто закрывать не собирается. Более того, его только увеличивают. Поэтому сейчас будет идти до тех пор, пока не рухнет система власти в Киеве. Вот это вот людоедская. Вот и Многие все. прогнозируют, что полыхнет Приднестровье, ну, Молдова. Многие прогнозируют, что, в принципе, ну, конфликт может расшириться. Да, вот эти там, с одной стороны, смотрят на учения Запад-2025, другие говорят, а может там Прибалтика, а может там сухопутный коридор, а может там, ну, какие-то, понятно, да, вот маркируя, что Россия будет делать, предпринимать агрессивные какие-то действия. Но и в отношении России тоже могут предпринимать агрессивные действия. После Аляски мы снимаем с повестки дня вопрос расширения конфликта, ну, имеется в виду географическое. Молдова, конечно же, вы правильно абсолютно заметили. Вот. У Майи Санду, обратите внимание, она все больше превращается в Зеленского. Вот. Ну, то есть, забирает себе рычаги не в ходе политической борьбы или поддержки населением, а в ходе того, что надо бороться с рукой Москвы. Да? Вот сейчас главу Гагаузии посадили. Вот. Причем абсолютно. Причем парламент Гагаузии, наоборот, в поддержку. Да? Плохотнюка выманили, вот в Греции сдали. То есть, судя по всему, Майя Санду превращается в такого, как бы, Зеленского своего молдавского разлива. Но там есть одна проблема, потому что в Молдавии нет такого количества националистов, и особенно нацистов, которые хотели бы и могли бы начать войну с Приднестровьем. То есть, там в этом смысле у Приднестровья казаков больше, чем в Молдавии националистов. Они просто нагайками по заднице надают. Вот. Поэтому нужно, чтобы была провокация каких-то поднюхавших крови, да? Ну, то есть, которые готовы на это пойти. И в этом смысле тут хорошо подворачивается под руку как раз украинские, ну, они же заходили в Сумы, ничего ни у кого не дрогнуло, да, что можно воевать на чужой территории. Не только захищати рідну неньку, да. Ну, в И в этом Курск вы смысле, имеете в виду, да. ну, да, в курс заходили. Вот сейчас точно так же смогут зайти в Приднестровье, тем более это узкая полоска земли, вот, которую, в общем-то, можно просто обстреливать. Поэтому, к сожалению, да, и Калининград. Вот, это две наши проблемные зоны самые. Зеленского, получается, менять никто не будет. А столько разговоров было. Я изначально говорил о том, что он лучше в такой позиции, чем легитимно смененный. Он теперь может творить все, что хочет. Вот. И в ходе того, что он творит все, что хочет, вот, можно нарушать любые, ну, не то что законы, а в общем-то уже и нормы, и правила.
Поэтому Зеленский сейчас оптимальный вариант вот, для этой ситуации. Но он же просрочен, он же, ну, это же Ну абсолютно и не что? демократия. Тут же Госдеп США выдает там, ну, я думаю, вам попадалось, вы видели, да, вот отчет по Украине. Там же, ну, вообще на голову не налазит вот эта вся ситуация. И это все Нет. официально. Но, тем не менее, Зеленский отправляется, обсуждает какие-то встречи. Ну, посмотрим еще, доедет, не доедет. Ну, мне кажется, доедет. Там с понедельника будет в Америке. И с ним, получается, даже Трамп говорит, все будет теперь зависеть от Зеленского и европейцев. Как бы снимая с себя ответственность. Ну так, а кому тогда Трамп отдает решающий голос? Ну, получается, человеку, который даже там, ну, вот он на продленке. Ну, человеку, так сказать, с ИО, да, назовем его так. Ну, так это же идеально, когда берут ИО, самые грязные делишки ИО обычно и делают. Вот. Поэтому я не понимаю, что вас удивляет. Да? Трамп же провернул главную схему, что теперь финансировать это будет Евросоюз. То есть, главное сделано. Второе. Трамп хотел бы для своего авторитета получить некую сделку между Москвой и Киевом. Но никакая сделка не приведет к миру. Потому что для того, чтобы был подлинный мир, нужно искоренять вот то, что проросло за 25 лет. Вот. Причем во всех сферах. И в правоохранительной, и в культурной, и в образовательной, везде. Да? Поэтому мир может быть только при условии, если пост-Украина вот, начнет меняться. Причем начнет меняться добровольно, да, начиная с законодательных запретов, да, на героизацию там, неправильных явлений и Но вы людей. же Да? понимаете, что пока идет война, никто меняться не будет. Все будет только усугубляться. Вот вы и пришли к тому же выводу, что и я, что война до 2050 года. Я согласен с вами, да. Нет, так Так и есть. смотрите, так можно же остановить войну и меняться. Нет, нужно меняться в ходе войны. А как по-другому? Просто чем больше в ходе войны нацифицируется общество, тем меньше шансов на остановление войны, на то, чтобы она остановилась. Для того, чтобы остановить войну, нужно понять, какие причины к ней привели. Да? Вот. Нужно начать с того, что принести там извинения жителям Донбасса, которых просто унижали, оскорбляли все эти 8 лет. И вот сейчас. Вот почему в Донецке нет воды? Ну, хорошо, вы воюете с Россией. А при чем тут жители Донецка, которым воду отрубили? Да? Ну, другой вопрос, где наш водопровод, который отрапортовал тогда замминистра обороны Тимур Иванов, что он уже построен, да? Но это отдельный вопрос. Это как бы наш вопрос, да? А вопрос, зачем? Ну, вот как это так? А почему Луганск сидел там 14 год без света, без воды, да? Никто же не сделал никаких выводов. Ведь логика же остается следующая. А вешать будем потом. Знаменитая фраза мэра Днепропетровска, да? Ну, вот если вешать будем потом, ну, тогда, извините, будет война до 2050 года. Это не то, что мне, понимаете, Александр, мне не то, чтобы это нам нравится, не нравится. Я, может быть, неприятные вещи говорю, но такова реальность. Вот, а реальность такова, что Россия считает Украину и вообще постсоветское пространство своей, так сказать, вотчиной. Ну, назовем так, я специально беру это слово такое, да. А в вотчине подход следующий. Это же по принципу отечество и вотчина – это однокоренные слова. То, что общее, то, что нам от отцов досталось, да, вотчина. А в вотчине тут такая история. Ты как бы либо будет государство союзное России, ну, либо будет война. Другого не дано. Это же возврат. Ну, Советский Союз родился в гражданской войне, в недрах гражданской войны. И вот эти сложные договоренности, которые возникли по всей территории Советского Союза, это было, ну, как бы понимание того, до какого ужаса можно дойти в ходе гражданской войны. И сейчас, так как мы разрушили страну одну, ну, то мы теперь вернулись в состояние гражданской войны. По большому счету, мы переигрываем гражданскую войну 18-24 годов. Да? И не зря Украина, она же провозгласила себя не от УССР, ну что же это разбирали, от УНР. УНР находилась в конфликте
Вот. И точно так же тут надо всем пересмотреть гениальную книгу, фильм «Щорс», вот, где как раз очень хорошо показано, да, о том, что Америку мы поддерживаем. Там есть прекрасная пятиминутка, когда заседает как раз Центральная Рада, вот, и придумывают, что бы нам сделать. А Щорс в это время уже врывается в Киев. Поэтому, да, это переигрыш гражданской войны. А какой вывод из этого надо сделать? Что с Россией нельзя воевать. Никому на постсоветском пространстве нельзя воевать с Россией. Сама эта идея является самоубийственной. Понимаете? И вот те, кому эту самоубийственную идею внушили, те идут на заклание. И это не только пост-Украина. Сейчас туда идет Армения. Ну, вот этим путем сейчас прямо идет Армения. Как может измениться, мы видим на примере Грузии. Выводы определенные элиты сделали. Да? И теперь пытаются... Нельзя сказать, что Грузия стала прям пророссийская. Да? Но она точно свернула с антироссийского пути. И потихоньку все налаживается. Если попробовать спрогнозировать ближайшие события, вот этим предлагаю завершить наш сегодняшний разговор, потому что, смотрите, то есть Зеленский, ну, это как бы механика, да, процессов политических. Аляска прошла, о чем-то договорились, о чем непонятно, но Трамп говорит, все хорошо, Рубио говорит, все хорошо. Даже Медведев вышел и написал, который не поехал, но тоже написал, все хорошо, то есть прекрасная встреча, все очень хвалят, все научились у Трампа вот этим, ну, как бы, да, мансам, что смотрите, какая замечательная встреча. Дальше мы понимаем, что, судя по всему, Зеленский поедет к Трампу в Вашингтон, тот будет ему давать ЦУ, ну, как бы о чем договорились, как завершать вообще конфликт, войну. Зеленский будет отказываться, война будет продолжаться, Трамп умоет руки и уйдет, но... Рано или поздно, да. Нет, он уйдет как? Ну, политически скажет, меня здесь нет, я в домике. Или он уйдет, забрав там спутники, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, он не только он, я говорю, там же огромное оружейное и армейское лобби, поэтому, что бы ни хотел Трамп, все-таки президенты в США сильно ограничены в своих возможностях. Мы просто перекладываем нашу суперпрезидентскую модель власти на американскую. И нет, это очень в корне интересно, неверно. когда вы говорите «нашу», это подходит и для Украины, и для России. Продолжайте, пожалуйста, да. Ну, у Украины все-таки внешняя государственность, да, то есть там, где полномочия себе Зеленский отхватил, там да. Но мы же учитывая, что деньги и все остальное, оружие, все внешнее, да, поэтому сравнивать некорректно. Это скорее корректно, вот когда Янукович себе отсудил полномочия, помните, да, в 2010 году. Вот он попытался сделать такую подобную модель. Потому что у нас все-таки политические модели родились в ходе серьезных баталий политических еще в 90-е годы. И, кстати, и в Белоруссии точно так же. Поэтому Трамп не просто умоет руки, он это сделает со скандалом. Вот. Выставит всех остальных дураками. Вот. Что его опять не поняли. Всю его гениальную задумку. И переключит внимание на другую проблему. Как мы это, например, видели с Гренландией. Все что забыли про Гренландию, правильно? Все забыли. А как дышал, как дышал. Поэтому Трамп, как, в общем-то, мастер когнитивных спецопераций, давления на эмоции, сделает это с пафосом, понтом и шиком. Я думаю, это будет так. Ну, так и Аляску не сделал, представляете? А все же так ждали, думали, что-то произойдет. Не, ничего не произошло. Обнялись, в лимузин посадил. Все так красиво, самолеты пролетели. Может, Ну вот, Трамп... это и было целью. Чтобы пролетели самолеты, вот, чтобы показать, какой он авторитетный человек. Вот и все. Он же пытался даже парад провести, помните, да? Ну, такой себе, да? Ну, не получилось. Ну, а тут да. самолеты, да, а тут самолеты пролетели. Все, цель достигнута. Это и была главная цель. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.